Привет, мои хорошие! С вами, как всегда, Маша, и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно. Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на кухню за новым рецептом. Сегодня он у меня не один, а множество, потому что я хочу рассказать и показать вам, какое праздничное меню я подготовила на свой день рождения. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Поехали! И начнем мы с приготовления скумбрии. Скумбрию такую готовить очень просто. Мы ее готовим уже много лет. Я помню всегда праздничные застолья, то скумбрия очень часто на нашем праздничном столе. Сегодня покажу один из самых простых рецептов. Итак, для маринада к сметане я добавляю приправу к рыбе. Я покупаю уже готовую смесь и соль. И также я добавляю сюда еще горчицу. Все хорошо перемешиваем, и маринад готов. Скумбрию я очистила и разрезаю на такие порционные кусочки. Параллельно еще нарезала кружочками лук. И дальше каждый кусок рыбы хорошо обмачиваем в этом соусе и выкладываем на противень. Но между каждым куском я выкладываю еще колечко лука. Очень тонко лук не нарезать, и вот он, когда запекается, тоже получается очень вкусным. И такую рыбу можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Я всегда рыбу запекаю накануне праздника, вот вчера запекла, а сегодня уже подаю на праздничный стол. Это вкусно, это готовится очень просто, если нет времени, запекается быстро. Я выпекала в духовке разогретой до 180 градусов 40 минут. И все, друзья, красиво и вкусно. Дальше давайте приготовим горячее блюдо, потому что этот рецепт, наверное, один из самых долгих, но получается очень-очень вкусно. Это блинный торт, я называю ленивая лазанья. И начинаем с приготовления блинчиков. Смотрите, друзья, я вам в описании написала пропорции на половинную порцию, потому что я готовила блинов в 2 раза больше, чем нужно на этот торт, для того, чтобы перемазать их еще и сладкой творожной начинкой. Я все продукты складываю в чашу миксера и взбиваю с помощью этого же миксера. Когда вот эта масса вся уже готова, я добавляю кипяток, хорошо все перемешиваю и оставляю минуток 5, чтобы тесто постояло. И выпекаем блинчики. Такие блинчики выпекаются очень легко, получаются тоненькими и очень вкусными. Блинов из этой порции получается много и вкусные. Я половину использую на торт, а половину перемазываю творогом. Для начинки мелко нарезанный лук обжариваю до слегка золотистого цвета. Сюда отправляю сладкий болгарский перец, который нарезала небольшим кубиком. Протушу буквально минут 5 это все. И добавляю сюда фарш. Фарш у меня пополам свинина с курицей. Ну, какой у вас есть, такой можете использовать. Можно просто куриный, можно и говядину, и баранину, и свинину. Что предпочитает ваша семья, то и готовьте. Пускай тушится, а я параллельно готовлю соус бешамель. Растапливаю сливочное масло. И добавляю сюда муку. Муки я добавила 3 столовые ложки с горкой. Перемешиваю хорошо и начинаю вводить молоко. Сразу все молоко не добавляю, а вот постепенно, чтобы хорошо эта масса разошлась. Довожу до кипения и в принципе готово. Осталось только заправить. Я добавляю сюда соль по вкусу и натираю еще мускатный орех, потому что для меня соус бешамель без мускатного ореха это уже не тот соус. Соус закипел, готов. Параллельно уже и обжарился фарш. Его заправлю, добавлю соль, смесь перцев, томатную пасту
и немножко воды. Друзья, точные пропорции к каждому рецепту будут и в ролике, и, конечно же, в описании под этим видео. Фарш готов? И можем собирать торт. Кстати, если вы готовите такой торт на праздничный стол, то тоже удобно его все заготовки сделать с вечера. Вот там испечь блинчики, сварить соус или обжарить фарш. Только соус обязательно накрывайте пленкой в контакт. И собираем торт. Блинчик смазываю соусом, выкладываю фарш и так делаю до тех пор, сколько хватает ингредиентов. Я переложила тортик на противень, потому что решила, что буду подавать не на форме, а на другом блюде. Замазала это все сверху соусом. И посыпаю натертой моцареллой. Это все отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Как только все запеклось, подзолотилось, можно пробовать. Посмотрите, какой красивенный торт внутри. И поверьте, что такая горячая закуска на вашем праздничном столе разойдется просто на ура, потому что это не банальные блинчики, вкусно, сочно. Надеюсь, друзья, вам понравится. Но мы продолжаем и переходим к холодным закускам. И я вам скажу, что такие брускеты не оставят равнодушным никого. Мои гости были в восторге, и всем было интересно, как я их готовила. Итак, смотрите, хлеб я подсушиваю на гренке, я использую чиабатту. К этому рецепту самое вкусное именно чиабатта. Пока подсушивается хлеб, я приготовлю начинку. Тыкву нарезаю на небольшие кубики и отправляю на сковороду обжариваться. Обжарила минуток 5 и добавляю сюда нарезанный мелким кубиком болгарский перец. Обжарю это все вместе еще 5 минут. Когда тыква уже становится мягкая, я добавляю сюда соус терияки. Также заправила по вкусу. Если еще нужно, добавьте чуть-чуть соли и заправьте перцем. Даю остыть и подготовим остальные продукты. Сыр фету нарезаю небольшими кубиками. Хлеб я подсушила на электрогриле, можно в духовке сделать греночки или же обжарить на сковороде. Выкладываю ложку начинки из тыквы, сыр фету и хамон. Я, друзья, уверена, что такая закусочка разлетится на ура на вашем праздничном столе. И все гости будут спрашивать, как же вы приготовили такую вкуснятину. Ну и смотрится это красиво, согласитесь. Также вашему вниманию хочу предложить рецепт приготовления теплого салата из печенью и грушами. Просто, быстро и вкусно. На хорошо раскаленной сковороде с небольшим количеством масла я обжариваю печень, которую подсолила и обваляла в муке. Обжариваю все на среднем огне буквально по 3 минуты с каждой стороны. Дальше на сковороду добавила совсем чуть-чуть оливкового масла и обжариваю грушу. Обжариваю также на большом огне, как только груша начала карамелизироваться, переворачиваем, обжариваю еще минуток 5. В общем, 10 минут примерно готовилась груша. Я люблю, чтобы груша в салате была мягкая. Дальше подготовлю соус. Соус очень банальный и очень вкусный. Соевый соус, горчица, мед и сок лимона. Все хорошо перемешиваю. Собираем салат. На дно большого салатника я добавляю листья салата и зелень. В зелень я всегда использую микс. Выкладываю печенку и обжаренную грушу. Поливаю это все соусом, помидоры черри, и вы знаете, я только при монтаже уже увидела, что я в этот салат забыла добавить сыр с плесенью. Именно этот сыр подчеркивает вкус и печени, и груши, и зелени. Друзья, обязательно не забудьте добавить. Но я вам скажу, что мои гости даже и не заметили, что этого сыра там не было. Но еще один не менее вкусный и более сытный салат. Этот понравился абсолютно всем, готовлю его часто, не только на праздник. Простые продукты, но получается вкусно. Помидор я нарезаю кубиком. Если у вас такие слишком сочные помидоры, то семечки можно и убрать.
Выкладываю на дно формы. Я сегодня подавала вот таким вот образом этот салат в большой форме, но можно и просто отдельно слоями сделать на обычных блюдах. Красный лук стараемся нарезать мелким кубиком. И посыпаем сверху помидор. Для того, чтобы этот салат не потек, я овощи не солю. Сделаем тоненькую сеточку из майонеза. Друзья, старайтесь использовать майонез домашнего приготовления. Затираю это все плавленными сырками. И снова таки идет майонез. Дальше нам нужно мясо. Я сегодня использую такую домашнюю копченую колбасу, которую я нарезала кубиком. Именно копченое мясо этому салату придает изюминку. Но раньше мы готовили даже с сервелатом, получается вкусно. Копченая куриная грудка. В общем, что у вас есть, то и можете добавлять. Следующим слоем идут нарезанные кубиком свежие огурцы, консервированный горошек и снова таки майонез. Яйца нарезаем кубиком и сверху посыпаем этот салат. Все сбрызнем майонезом, и именно вот этот слой я уже солю и перчу. Посыпаем все зеленым луком, и салат готов. Этот салат можно подавать как сразу же на стол, но точно так же и приготовить заранее. На горячее с картофелем я подавала кролика. Как приготовить такое праздничное блюдо, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Я вам уже раньше показывала, и для того, чтобы этот ролик сделать не длинным, я именно оставляю ссылочки. Еще я приготовила бутерброды с икрой, это просто багет с маслом и икрой. И на закусочку всегда на ура разлетаются маринованные грибочки. Если интересно, ссылочка также будет в описании под этим видео. И мама для меня на день рождения приготовила такой торт, его любит вся моя семья, это торт «Пьяная вишня». Друзья, как его готовить, ссылочку также прикреплю в описании. Ну что ж, вот такие рецепты, вот такие идеи. Я надеюсь, что хотя бы один из этих рецептов вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых рецептах. Друзья, спасибо вам огромное за поздравления, мне очень приятно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Пока-пока!